У вас бывало такое? Заходишь в чат GPT и вроде знаешь, что хочешь. Например, тебе нужно сделать контент-план для сайта. И ты пишешь: сделай мне контент-план для ветклиники на 30 дней. И получаешь, такое, общие темы, размытые формулировки, что-то наподобие: создайте статью про здоровье, напишите про профилактику. Спасибо, конечно, но это все не то. Или еще хуже. Есть идея в голове, но никак не получается сформулировать запрос. Сидишь, смотришь в пустое поле ввода, и ничего не приходит в голову. Раньше я с этим сталкивался постоянно, пока не нашел решения. В этом видео я покажу, как за пару минут превратить любой запрос в хороший промпт, дам универсальную формулу, которая работает с любой текстовой нейросетью, мы разберем живые примеры, такие как контент-план и анализ ниши, а в конце будет 6 бонусов: промпт для SEO анализа страницы, а также бесплатные инструменты для улучшения промптов. Меня зовут Клюев Антон, давайте начинать. Итак, первый и самый простой способ – это спросить у самой нейросети, как она хочет получать задания для генерации. Давайте спросим у Клода, как правильно дать тебе задание, чтобы ты лучше всего разобрался в задаче и понял контекст и то, что я от тебя хочу. Напиши критерии и алгоритм работы по созданию промпта. Отправляем. И смотрите, что пишет нейросеть. Ключевые критерии хорошего промпта – это роль и контекст, конкретика и детали, формат и какие-то ограничения и требования. 4 пункта, которые нужно соблюсти. Это контекст, кто вы и что делаете. Это задача, что конкретно нужно сделать. Это формат, как это должно выглядеть. И это детали. То есть примеры, важные детали, какие-то ограничения. Эти элементы – основа любого хорошего промпта. Проблема в том, что описывать это каждый раз долго. Особенно, когда у тебя много задач. И у меня есть решение. Сейчас я покажу промпт, который сделает большую часть работы за вас. Назову его метапромпт. Что это такое? Это специальный шаблон, который превращает ваш сырой запрос в детальный, структурированный промпт с контекстом, форматом и необходимыми деталями. Для удобства я сделал генератор на сайте. То есть вы можете прийти по ссылке на страницу, ввести данные, которые нужны для хорошего промпта, и использовать его потом уже для своих целей. Здесь есть версии на русском и английском языке, Markdown разметки и JSON. Об этом мы тоже поговорим в дальнейшем. По-хорошему, нейросети лучше писать на английском языке. Так она быстрее схватывает контекст, и рассуждения у нее становятся четче. В дальнейшем вы всегда сможете перевести ответ нейросети на английском с помощью той же нейросети на русский язык или с помощью переводчика. Но можно писать и на русском. Смысл в том, что нейросети обучались на английском языке в большинстве своем. Итак, давайте теперь проверим все это на практике. Давайте разберем на примере. Допустим, мне нужно сделать контент-план для ветклиники. Стандартный запрос может выглядеть так. Заходим в Клод и пишем ему: создай контент-план для сайта ветклиники и соцсети на месяц. Что мы получили? Мы получили контент-план для ветеринарной клиники на 1 месяц, где есть день, есть описание этого дня и название постов. Кроме этого, у нас есть дополнительный контент. Это описание для сторис. Описание просто названия того, что будет. Это рекомендации по форматам, хэштеги и метрики отслеживания. То есть больше ничего нейросеть нам не предложила. То есть какие здесь проблемы? Это нет привязки к целевой аудитории и городу клиники. Это отсутствие стратегической глубины, просто какие-то общие темы написаны. Нет структуры этих статей, не учтена сезонность, специфика ниши и нет конкретики для исполнения. То есть просто общий набор каких-то фраз. Открываем новую вкладку. Теперь оптимизируем этот запрос через метапромпт. Заходим на сайт и заполняем контекст, задачу, формат и детали. Давайте засечем время, сколько нам потребуется на это все. Контекст. Ты маркетолог, который работает в ветеринарной клинике и создает страницы для сайта и посты для соцсетей. Задача. Контент-план для ветклиники на 30 дней для сайта и соцсетей Instagram и ВКонтакте. Формат. Таблица тем контента для соцсетей и таблица для сайта. Напиши свои комментарии по постам и статьям. Далее детали. Статьи и посты должны быть направлены на целевую аудиторию ветклиники. Ветклиника специализируется на операциях и вакцинациях. Название клиники и сайт. Давайте зайдем на Яндекс.Карты и выберем какую-нибудь клинику.
Ветхаус. Сайт Ветхаус. Называется гостиница Мохнатка. Интересно. Вот ветеринарная клиника Ветхаус. Итак, нажимаем кнопку «Сгенерировать промпт», и сразу же все готово, не нужно ничего ждать. Мы копируем то, что у нас получилось, возвращаемся в плот, вставляем, нажимаем Enter и ждем. Нейросеть сразу нас спрашивает уточняющий вопрос. Какие операции преобладают, какой tone of voice клиники, основные боли целевой аудитории и конкурентные преимущества и соотношение контента. Если вы хотите, чтобы ваш промпт был прям супер классный, вам нужно на все это ответить. Как вы это делаете? Копируем. Какие операции преобладают? Пусть будет вот такие. Стерилизация, онкология, плановая хирургия. Tone of voice клиники. Профессионально заботливый. Основные боли ЦА. Пусть будут все. Конкурентные преимущества. Современное оборудование, опыт хирургов. Соотношение контента. Пусть будет 50/50. И отправим это все опять нейросети. И теперь мы дождемся, когда он это все напишет. Итак, мы копируем то, что у него получилось. Открываем новое диалоговое окно и отправляем ей наш новый промпт. Мета-промпт, который мы сделали. Ну вот смотрите, тут невооруженным взглядом видно разницу. Слева у нас старый промпт, который первый, который был «Создай нам контент-план ветклиники на месяц», а справа у нас, вот смотрите какая штука. Давайте дождемся, пока он сделает до конца. Итак, со временем генерации тут за 2 минуты точно не получается. То есть промпт можно сделать за секунд 30, но генерация занимает много времени. То есть я подождал минут, наверное, 3-4, пока она закончилась. Но что мы имеем за эти 3-4 минуты? По нашему обновленному промпту мы получили контент-план на 30 дней, в котором есть время, тема поста, формат, тип это ниже, видимо, будет образовательный и коммерческий. Это есть краткое описание поста, есть комментарий, что нужно сделать так, чтобы пост получился хорошим. И это все для наших 30 постов. Ну, красота ведь. Все прописано, все есть. Баланс: 50 постов образовательных, 50 постов о клинике. Карусели, видео, инфографика, текст, фото. Контент-план отдельный для сайта. 10 статей. У нас есть SEO-заголовок, ключевые запросы. Есть структура, есть цель статьи. Есть комментарий, как сделать эту статью лучше. Это виртуальная экскурсия по операционной для снятия страха, калькулятор стоимости. Ну, неплохие вещи, я вам скажу. Написала нейросеть. И даже не дописала, не хватило ей времени, чтобы дописать. Давайте продолжим, что еще она нам даст сейчас. Давайте сравним. Первый вариант, он слева, и второй вариант. Мне кажется, тут невооруженным взглядом видна разница, что первый вариант — это общие какие-то черновые, сильно черновые мазки, которые примерно что-то там прикидывают по контент-плану. Здесь же уже готовый контент-план, который можно отправлять на реализацию. То есть подрядчикам, либо сразу же брать в работу. Ну, с доработкой, конечно, через человека. То есть можно взять как ТЗ. Здесь есть оптимальное время публикации. Здесь есть что снимать и создавать, варианты съемки даже этого всего. Есть призывы к действию, которые можно сделать в конце постов. Есть работа со страхами клиентов. И он дальше продолжает писать. То есть мы всего лишь с вами только что заполнили контекст, задачу, формат и детали. И после ответа на вопросы, которые нас попросила нейросеть ответить, она нам дала, по сути, на месяц полный расклад по контенту. То есть, видите разницу? Это уже не просто список тем, которые нужно сделать для соцсетей, а это уже готовый контент-план. Конечно, его можно еще дорабатывать и делать еще лучше, но это уже похоже на то, что можно пускать в работу. То есть дать посмотреть врачу, чтобы он сказал: да, в принципе, все хорошо, давайте делать. Несомненно, конечно, можно его еще дорабатывать и дорабатывать, но вы потратите на эту доработку гораздо меньше времени. Такой метапромпт и сам контекст задачи помогает нейросети думать не только, что написать, но и как и зачем. Давайте возьмем что-то посложнее. Например, нам нужен анализ конкурентов в нише ветеринарных клиник в Москве. Стандартный запрос может выглядеть таким образом. Проанализируй конкурентов в нише ветклиник по Москве.
отправляем нейросети и смотрим, что отвечает нам нейросеть. Она показывает, какая общая характеристика рынка, то есть его объем в рублях, основные конкуренты, какое у них УТП, ценовая политика и ключевые каналы продвижения. Теперь она показывает нам современные тренды рынка и факторы успеха. И все это вот в таком вот ключе. В этом анализе у нас следующие проблемы. Это отсутствие конкретики по целевой клинике, это поверхностное сравнение цен, это недостаток свод-анализа конкурентов, это отсутствие прямых рекомендаций и нет структурированной таблицы по конкурентам. Такой супер общий срез по рынку, где очень все поверхностно. Теперь пробуем метапромпт, заходим на сайт и заполняем наши 4 строчки. Контекст у нас будет следующий. Аналитик и маркетолог, который изучает конкурентов и анализирует нишу ветеринарных клиник в Москве. Задачу, которую мы ставим: проанализировать топ-10 конкурентов в частной ветеринарии по Москве, найти лучших и провести свод-анализ, сделать простую маркетинговую стратегию, сравнить цены на 5 основных услуг ветклиник, сравнить с нашей клиникой и написать рекомендации. Формат: таблица с конкурентами, свод-анализ, анализ цен, маркетинговая стратегия, текстовый отчет и рекомендации по развитию клиники. Наша ветклиника. Мы выбрали Ветхаус. Ветхаус и ее и ее мохнатка. Их. Ну, не знаю. Ой, ладно. Теперь генерируем. Нажимаем скопировать. Возвращаемся в наш клод. Открываем новую вкладку. Вставляем. И говорим ему: давай, сделай нам, чтобы все было прекрасно и красиво. Опять же, нейросеть после первого анализа нам задаст уточняющие вопросы. Смотрите, даже не сдала. То есть ей хватило контекста, который я ей написал. Если бы ей этого не хватило, она спросила бы у меня, чего ты хочешь конкретно. В данный момент мы уже начинаем получать промпт. Мы берем, копируем вот до этого момента, открываем новую вкладку, вставляем и ждем, что же у нас получится. То есть все эти примеры показывают, по сути, один принцип. Чем точнее ваш промпт, тем лучше у вас результат. Это все, конечно, логично, но вы это увидели на примерах. То есть метапромпт в этой связке концентрирует все это, направляя именно на то, что вам хотелось бы получить, направляя нейросеть именно на то, что вы хотели бы получить в итоге. Этот метапромпт сокращает время на ваше взаимодействие с нейросетью, а во-вторых, вы получаете ответ, который вам потом меньше дорабатывать. То есть вы в итоге в 2 раза больше времени экономите. Я считаю, что это стоит того, чтобы этим озадачиться. В дальнейшем мы поговорим о том, как это можно еще улучшить, но это чуть позже. Сразу имейте в виду, на формирование самого промпта уходит 30 секунд, минута, на ожидание уходит гораздо больше времени. И зависит все, конечно, от нейросети. В этом варианте я использую Claude. Обычно я использую еще Gemini. Они оба Pro-версии, не бесплатные. И рекомендую каждому использовать Pro-версии, потому что ответы будут гораздо лучше. И у вас лимитов будет гораздо больше, вы не будете страдать от этого. Когда у вас, например, остановится ответ на половине, и что делать дальше, затруднительно будет с этим работать в дальнейшем. Поэтому Pro-тариф можно купить за небольшие деньги где-нибудь на сайтах, которые продают это. Итак, давайте посмотрим, что же нам ответила нейросеть. Сразу же показала таблицу топ-10 конкурентов, что мы у нее и запрашивали, с адресом, сайтом и ценовой политикой, а также ключевыми особенностями. Сравнительная таблица цен, источники цен, свод-анализ. Слабые, сильные стороны, возможности. Все отлично. Даже есть маркетинговая стратегия. Рекомендации по развитию. У нас есть маркетинговые рекомендации. У нас есть данные по дальнейшему анализу, как можно улучшить текущий анализ. Пока генерируется этот запрос, я сделаю экран на 2 части и покажу вам наглядное сравнение. Если в первом варианте мы говорили про общие какие-то цифры, про общие данные, здесь мы имеем очень хороший расчет по разным маркетинговым и стратегическим целям. То есть вы все сами видите на своем экране, а разница здесь налицо. Если в первом варианте ответ на запрос, что происходит в принципе на рынке Москвы по ветклиникам, второй вариант — это уже про то, что мне делать, чтобы конкурентов победить. То есть конкретные шаги и действия. То есть что имеем в итоге? Шаблон метапромпта, который
позволяет работать с любыми задачами, экономия времени на генерации и на обработке ответов нейросети, а также мы получаем улучшение ответов с первого раза. Разницу вы увидели на 2 примерах сейчас. Но и это еще не все. Сейчас я расскажу, как можно улучшить работу с нейросетью с помощью других инструментов и различных манипуляций. Теперь поделюсь с вами рекомендациями и советами по работе с искусственным интеллектом, чтобы ответы были еще эффективнее и вы получали еще лучший результат. Первое — это улучшение метапромпта. Нейросети постоянно обновляются, и через какое-то время, или даже вот после того, как вы посмотрите это видео, промпт, который у меня есть, он может устареть. Кроме того, разные нейросети, они обрабатывают запросы по-своему. Что можно сделать, чтобы обновить этот промпт? Заходите на сайт, вбиваете сюда все то же самое, то есть контекст, задачу, формат и детали, генерируете промпт, копируете его, приходите в свою нейросеть, в которой вы чаще всего работаете, вставляете этот промпт, и после того, как вы вставили текст этого промпта, вы вводите вот этот промпт. Проанализируй промпт, который я тебе дам, подумай, как можно его улучшить, чтобы искусственный интеллект лучше понял задачу, пользователь получил лучший ответ. Нейросеть обработает текущий промпт, который вы ей дали, и постарается сделать его лучше под себя, под свои алгоритмы. Тем самым вы будете получать всегда стабильно работающий метапромпт под вашу нейросеть. Таким образом, у вас будет всегда актуальный шаблон под любую нейросеть. Давайте перейдем к следующему совету. Совет номер 2. Использовать JSON-код. Нейросети лучше всего работают со структурированной информацией. Если преобразовать промпт в JSON-формат, качество ответа может повыситься. Особенно это актуально, когда у вас большой запрос, либо вам нужно, чтобы нейросеть точно следовала вашим инструкциям. Вот точно-точно. Вы можете сконвертировать любой промпт в JSON с помощью этого промпта, который здесь написан. Я дам тебе промпт, твоя задача сделать из него JSON-код. Но если вы пользуетесь метапромптом, который на сайте здесь, у вас здесь есть функция, кнопочка JSON-код. Если вы ее нажмете и нажмете «Сгенерировать промпт», у вас сразу же промпт будет в JSON-коде. То есть все, что вы здесь написали в контексте задачи, в формате и деталях, оно все сконвертируется в JSON-код. То есть можете использовать здесь, а можете любой свой промпт обернуть в JSON-код и попробовать разницу до и после. Совет номер 3. Готовые сервисы для улучшения промптов. Помимо метапромпта, который я предложил, существуют еще специализированные инструменты, которые делают, в принципе, то же самое. Например, это Prompt Improver от Copy AI, это Cloud Console, которая работает только на платных тарифах и не всегда у меня, например, не сработало, предлагает купить. Есть отдельные GPTs от Community, чата GPT, где есть то же самое, только по другим запросам сделано. То есть вы можете попробовать и решить, что вам удобнее в вашем сценарии. Также есть сервис Prompt Presser, который улучшает ваш текущий промпт. Здесь он платный, но есть 5 или 10 генераций в сутки. Давайте попробуем проанализировать промпт, который у нас есть. Мы возьмем Markdown разметку, английский язык, сгенерируем промпт и зайдем в Prompt Presser. Нажимаем «Анализировать», и вот он нам дает оценку 85 из 10. Он показывает, какие вещи мы написали хорошо, что можно улучшить, и он предлагает оптимизированный промпт. То есть он, во-первых, его сжимает в 2-3 раза, а во-вторых, оставляет только суть. Можете попробовать со своими промптами и оценить, насколько хорошо он это делает. Для себя я пробовал, и я не стал брать все, что он предлагает. Я смотрел только направления, в которых можно улучшить, и делал по большей части руками улучшения. Но вы можете попробовать и так. Вдруг у вас с первого раза получится хорошо. Все ссылки будут в статье. Можете переходить, смотреть и пробовать. Также можете зайти в Google, написать Prompt Improver, найти для себя какой-то инструмент, который будет вам подходить. Давайте перейдем к следующему совету. Совет номер 4 – это использовать стили вместо роли. Чаще всего пишут
Представь, что ты опытный врач с таким-то опытом, либо ты сеньор-разработчик и программист. Проблема в том, что в нейросети не бывает дипломов и опыта работы. То есть на примере финансового аналитика с 20-летним стажем мы можем ей сказать, что напиши анализ в стиле аналитических отчетов какой-то компании. Например, Goldman Sachs. Что нужно от тебя? Это структурированный текст с четкими выводами, данные, подкрепленные цифрами, консервативный профессиональный тон и формат, который нужно получить. Плюс можно отдать ему пример стиля этих отчетов, например, скормив пару PDF-ок, и вы получите отличный документ, который будет похож на стиль вот этих вот ребят, которых вы указали. То есть вместо абстрактной роли вы задаете конкретный стиль письма. Также показываете примеры и структуру, которые нейросеть должна поддерживать. Вы получите материал, который будет гораздо интересней, чем просто дать ему роль аналитика с 20-летним стажем. Попробуйте пару раз и поймете, о чем я. Я в своем метапромпте вписывал роль. Для чего? Чтобы получить текст под универсальную задачу. Но если вы хотите получить более детальный результат ответа, конкретно заточенный под какой-то стиль, то есть вы попробуйте сделать вот по этой инструкции. Ну или по этой наводке. Это даже не инструкция. Давайте к следующему совету. Совет номер 5. Эмоциональный контекст. Спорный, но работающий метод. Есть исследование, которое показывает, что эмоционально окрашенные запросы могут улучшить результаты ответа нейросети до 5%. Что такое эмоционально окрашенные? Это агрессия, то есть это мат, это обзывательство, это говорить какое-то тупое ничтожество, это угрозы, это лесть, это обещания. Примеры фраз есть на сайте. Вы прекрасно знаете и сможете написать свои фразы, я уверен. Кроме агрессии, угроз, лести и обещания, подходит также давление на жалость, обещание дать пиво или виски. Тоже для меня было это интересно узнать. Есть ссылка на исследование, есть ссылка на Хабре. Там парень проводил тоже исследование на нейросети. И он узнал, что при комбинировании нескольких приемов одновременно, то есть сразу, чтобы была в одной фразе и угрозы, и лесть, и обещание, и агрессия, то есть эффект усиливается. Не рекомендую использовать как основной метод, но если нейросеть начинает тупить, либо выдавать какую-то полную ерунду, можете ее припугнуть, либо назвать как-нибудь. И давайте к последнему. Это даже не совет, это просто бонус. Это SEO-анализ одной строкой. Недавно нашел, не помню где, такой лайфхак для быстрого анализа страницы по SEO. Hobo метод. Вводите запрос, prompt write my page quality using the Hobo SEO метод и пишем сюда URL страницы. То есть у нас где наша любимая клиника? Вот она. Ветхаус. Вводим сюда Ветхаус. Если ваша нейросеть поддерживает выход в веб, она проанализирует страницу, которую вы задали, по методу Hobo SEO. Что сделать нейросеть? Она оценит качество страницы по EAT. В общем, она проведет диагностику по методу Hobo SEO и даст вам информацию для размышления. Я бы не использовал этот метод как основной, просто для того, чтобы посмотреть с другой стороны. То есть вы уже провели, например, SEO-оптимизацию, и вам интересно, какие моменты вы могли бы еще улучшить. Вот в этом плане эта штука подходит. Для быстрого аудита, для поиска каких-то интересных либо слабых мест вполне. Но все нужно проверять. То есть за нейросетью нужно проверять это. Нужно держать в голове. Опять же, это не заменяет полноценный анализ, это всего лишь инструмент для экспресс-проверки. Ну все, с советами закончили и рекомендациями. Теперь давайте перейдем к итогам. Итак, что сегодня мы разобрали? Я показал метапромпт, который превращает любой запрос в детальный промпт за несколько минут. Также мы разобрали 4 элемента, которые нужны для того, чтобы сделать хороший запрос и получить хороший ответ от нейросети. Это роль, контекст, формат и примеры. Кроме этого, мы разобрали с вами живые примеры, мы сделали контент-план, сравнили его до-после, мы сделали стратегию по нише, сравнили ее до-после и посмотрели, в чем отличие. Также я показал дополнительные инструменты для работы с нейросетями, которые вы можете использовать в своей работе. Показал вам SEO-промпт, которым можно быстро оценить качество по SEO. Теперь попробуйте сами. Выберите какую-то свою задачу, попробуйте метапромпт
и оцените, насколько стали лучше ответы нейросети, с которой вы работаете. А кроме этого, попробуйте инструменты, которые я дал вам в советах и рекомендациях, и, скорее всего, вы получите гораздо лучшие результаты, чем были у вас до этого. Промпты из видео и ссылки на инструменты будут в статье. Кроме этого, в телеграм-канал я выложу промпты, как я сделал метапромпт. То есть можете не использовать генератор на сайте, можете просто в Excel себе скопировать, вставить. Не проблема, тут уж как вам удобнее. Если вы знаете, как сделать промпты еще лучше, у вас есть какие-то свои рекомендации или советы по работе с нейросетями, прошу поделиться этим в комментариях. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели этот ролик до конца. И увидимся. Мой носорог, Сережа. Он не может болеть, он не может краснеть. Говорит всегда твердо и четко. Сможет всюду успеть, сможет все одолеть. И видосы, и диплом, и фотку. Доступен всем, и использовать просто. Он товарищ для вашего роста. Поможет он во всем преуспеть. Ведь это супер нейросеть. Он как черт во плоти, он как маг на цепи. Он как джин, но по плотным сети. Нам никак не вдомек, что прогресс на обрек. Что застряли мы в ней, Россети. Расслабься, парень, все прекрасно. Технология добра, все безопасно. Используй чат, спроси обо всем. Все вопросы решатся одним днем. Доступен всем, и использовать просто. Он помощник для вашего роста. Поможет он во всем преуспеть. Ведь это супер нейросеть. Титан на цепи, словно джин из бутылки попал в монитор. Мы не видим предел, каждый плотно